Сегодня мы поговорим о цене вопроса. С какой суммы начинать инвестиции, как часто это делать и что выгоднее – единовременные вложения или постепенные. Все начинающие инвесторы задаются вопросом, с какой суммы начинать инвестиции. Стоит ли входить на фондовый рынок, если у тебя вообще нет сбережений с 1 или с 2 тысячами. Дело не в сумме, а в вашем желании и настрое на регулярную работу со своими инвестициями. Если вы не заглядываете в свой портфель, у вас нет плана действий, вы купили ценные бумаги только потому, что кто-то сказал, что они хорошие, вы не знаете, что будете делать, если цена их снизится, не представляете, когда нужно забирать прибыль, то в этом случае ваши инвестиции что в 1000 рублей, что в 100 тысяч будут неэффективны. Возможно, вам повезет и вы что-то заработаете, но это будет случайность, а полагаться на нее нельзя, вы проиграете. Поэтому, чтобы не быть щепкой в море фондового рынка, подумайте, какая сумма будет для вас комфортна. Вы не должны не спать ночами, переживая за свои деньги. Если у вас есть сбережения, начните вложения с небольшой суммой, с которой вы будете чувствовать себя спокойно. Например, наполовину больше той, которую вам не жалко потерять. Понятно, что никому не хочется ничего терять, однако периодически возникающие убытки – это нормально. И вам надо будет учиться с ними работать, делать все возможное, чтобы избежать их или снизить. Поэтому, научившись на небольшой сумме получать прибыль и избегать убытков, когда вы выработаете свою стратегию, привыкнете к колебаниям рынка и будете чувствовать себя более уверенно, тогда можно будет постепенно увеличивать сумму вложений. Если у вас нет сбережений, то с помощью фондового рынка сможете их накопить быстрее, при условии, что вы правильно действуете. Для тех, кто хотел бы накопить, но не может, так как тратить все, что зарабатывает, можно выбрать такую стратегию, при которой ценные бумаги приобретаются каждый месяц на небольшую сумму. Например, вы выделяете каждый месяц около 10% от своего дохода, можно даже меньше. Переводите на брокерский счет и покупаете на них ценные бумаги. И не просто какие-то, а предварительно отобранные для ваших вложений. Таким образом, вам будет трудно потратить деньги, переведенные в инвестиции, а привычка откладывать понемногу каждый месяц очень быстро сформируется. Также, если у вас мало свободного времени, но есть необходимость накопить сбережения, можно делать вложения на одинаковую сумму денег один раз в 3 месяца, раз в полгода или даже один раз в год. Можно объединить и первую, и вторую схему вложений. То есть вы откладываете на какой-то счет со своей зарплаты от 5 до 10% каждый месяц, а в ценные бумаги вкладываете накопленную сумму раз в 3 месяца или раз в полгода. То есть у вас за 3 месяца или полгода накопилась какая-то сумма, и вы ее вложили. Этот способ также позволяет приобретать дорогие ценные бумаги людям с небольшим доходом. Например, есть хорошие паевые инвестиционные фонды, в которые можно вкладывать, но минимальная сумма для вложения около 15 тысяч рублей. Паевой инвестиционный фонд, как объект для инвестиций, удобен для большинства населения нашей страны, а вот сумма входа слишком высокая. Поэтому можно воспользоваться таким способом вложений, когда вы несколько месяцев копите, а затем вкладываете. Вкладывая в ценные бумаги, для того, чтобы накопить сбережения, надо быть последовательным и гибким. Что это значит? Если вы несколько месяцев откладывали и пополняли свой портфель, а потом забросили и забыли, то понятно, что больших результатов ждать не стоит. Но, с другой стороны, вряд ли найдется такой человек, который упорно со школьной скамьи в течение 20 лет откладывал каждый месяц одну и ту же сумму. Кто такое утверждает, явно лукавит. У всех у нас жизнь меняется. Меняются и доходы, когда-то они больше, когда-то меньше, когда-то их вообще нет. И вот тут важно, если вы вошли на фондовый рынок и стали его участником, все-таки следовать той стратегии, которую вы выбрали. Конечно, корректируя ее, если необходимо. А гибкость нужно проявлять, когда меняются условия. Например, был рост на рынке, мы вкладывали по определенной схеме, а когда началось падение, возможно, нам нужно будет поменять и сумму, и частоту вложений. А бывает и такое, что нужно на какое-то время вообще прекратить вложения. Все это индивидуально и зависит от множества факторов, которые каждый из нас должен учитывать. Какие вложения наиболее выгодны? Если на рынке рост, который перешел в стабильный после всеобщего падения, как после 2008 года, то наиболее прибыльные в перспективе 5-6 лет будут единовременные вложения на крупную сумму. Постепенные вложения на росте по прибыльности примерно на 20-30% уступают единовременно.
Если говорить о вложениях на падении рынка, то тут мы никогда не знаем, когда будет дно. Вложить крупную сумму на самом дне можно только случайно. Когда рынок вернется к прежним значениям и превысит их, конечно же, прибыль по таким вложениям будет максимальной. Если же отбросить случайности, то наибольшую прибыль можно получить, если вкладывать один раз в полгода одинаковую сумму денег. То есть начался обвал на рынке, вы купили ценные бумаги на какую-то сумму. Потом докупаете их через полгода на такую же сумму и продолжаете это делать до тех пор, пока средняя цена ваших бумаг в портфеле не станет ниже, чем они будут стоить на бирже. Такая стратегия позволяет при минимальных вложениях получить максимальную прибыль. Конечно же, когда вы вкладываете в качественные ценные бумаги, которые после падения обязательно восстановятся и превысят свои прежние значения. Что делать с дивидендами? Для увеличения доходности портфеля рекомендуется вкладывать их. Однако, если вы на пенсии или ваши доходы снизились, то дивиденды могут быть приятной прибавкой к ним. Если же, конечно, они не слишком малы. В этом случае нет смысла изымать их. Лучше вкладывать или накапливать. А на сегодня все. Успехов! Пока!